Слово представляется профессору Изабель Дюран-Залески. Она руководитель департамента развития доказательной медицины. Но я бы хотел обратить внимание, что этот департамент, он подчиняется непосредственно президенту и называется во Франции как высшее управление здравоохранением, потому что именно этот департамент определяет сегодня во Франции политику здравоохранения. Пожалуйста. До свидания, если он спрашивает, единственное слово, которое я знаю, это «до свидания». I'm very pleased to be here. В общем, я очень рада, что я с вами. I will present now the same topic as Professor Götze from the viewpoint of public health. Но я сейчас выступлю по той же теме, по которой выступал передо мной профессор Götze, и просто с другой немножко точки зрения. Next, please. Why it is important is a result from a study which was shown at a forum in Gastein last Вот week. почему это очень важно. Вот результаты на форуме в Гаштайне на прошлой неделе показали. Regarding the public health situation and the economic situation in the Russian Federation. Речь идет о ситуации с системой здравоохранения и экономикой в Российской Федерации. Next, please. Next, go on. So, these curves are the life expectancy. It's declining in Russian males. Вот вы видите, на этом графике показаны кривые, которые отображают продолжительность жизни мужчин в России. And it's a very disturbing situation. Ситуация вызывает беспокойство. However, it may be that the government is not worrying enough. Но, может быть, правительство недостаточно беспокоит эта ситуация. Because the economy is in good shape. Почему? Потому что экономика находится сейчас в неплохом состоянии. So, should the government worry? Так должно правительство беспокоиться или нет? And should you, as professionals, tell the government to worry? Должны ли вы, как профессионалы в этой области, обратиться к своему правительству, обеспокоить его? Next, please. The answer is yes. Ответ, конечно, да. Because you cannot go on with economic growth. Потому что невозможно обеспечить экономический рост, if life expectancy is declining. Если продолжительность жизни уменьшается. And you should invest in health. Естественно, надо делать инвестиции в здоровье. For doctors, it is because it's good to keep patients alive. Врачи заинтересованы в том, чтобы все-таки пациент оставался жив. But for the government, it is because you have workers and economic growth. Да и для правительства это хорошо, поскольку у вас есть и рабочие руки таким образом, и обеспечивается экономический рост. Next, please. This is a very crude computation of the return on investment in health. Итак, что же дает инвестиция в здоровье? Здесь довольно, так сказать, грубый подсчет. It just shows that if you invest in healthcare, здесь просто показано, если вы делаете инвестицию в систему здравоохранения, you will get more money than the money you invested. То на выходе вы получите больше денег, чем вложили. Because people stay healthy. Потому что люди остаются здоровыми. Next, please. So now this is what we will talk about, how to keep people healthy. И вот именно об этом мы с вами сейчас будем говорить. Как же сохранить здоровье людей? And I will lastly speak about the French situation. Ну а в конце я вам расскажу немножко о ситуации во Франции. Next, please. So we have been already through this with Professor Götze. Профессор Götze уже касался этих тем. And the only addition to his talk is that we look at existing guidelines and recommendations. Единственное, что я бы добавил, что мы также анализируем существующие руководства и рекомендации. Next, please.
This is where we find evidence when we have to make a decision in public health. А вот где мы находим доказательства для принятия решений в области здравоохранения. Next, please. So, when we look for a public health decision, когда мы принимаем соответствующие решения в области системы здравоохранения, we will look at existing guidelines and consensus conferences. Мы анализируем существующее руководство и соглашение конференции. And the general convention is we go not beyond 10 years. И обычно где-то это охватывает период десятилетий. Then we look at the work by colleagues of Professor Götze for the past 5 years. А затем мы смотрим на работу наших коллег, профессоров, но это обычно, где мета-анализ это 5 лет. Then there are studies, and then there is what we call the grey literature. Кроме того, значит, существуют опубликованные исследования, плюс то, что мы называем серой литературой. And these are reports and monographies usually. Это обычно отчеты и монографии. Things that were not published in medical journals. То, что не публикуется в медицинских журналах. And then we look at medical journals. А потом мы, конечно, и читаем с вами медицинские журналы. Next, please. So these are the database, and we don't need to go through that. Но это базы данных, здесь добавить чего-то еще трудно. They are very well known and available on the internet. Все эти базы прекрасно всем известны, и доступ к ним имеется через интернет. Next, please. Again, as in the Cochrane review, И точно так же, как в Кохрановском обзоре, we have to have a protocol in order to review the existing information. мы должны следовать четкому протоколу, если мы анализируем существующую информацию. And because it can be very lengthy, and sometimes politicians want a quick answer, А поскольку это дело может быть достаточно длительным по времени, а политики требуют от нас быстрых ответов, we may be obliged to use a fast track. Иногда мы должны переходить на то, что называется эффективный быстрый поиск. Next, please. How do we do that? Как мы это делаем? We try to have the politician make a more precise question. Мы стараемся, чтобы перед политиком был более четкий вопрос. And then to find out which is the most important question to be answered. Затем мы отмечаем самые важные вопросы, на которые должны быть даны ответы. And we may not have the time to do a full review. У нас не может быть оказаться достаточно времени для того, чтобы провести полный анализ. Which means that sometimes we have to make a judgment. Это означает, что иногда мы должны прибегнуть к неким рассуждениям. And this is the major difference with what Professor Götze had just said. И вот в этом-то есть некое отличие от того, что только что сказал профессор Götze. It's that for a quick answer, sometimes you need to decide for yourself if something will work in your country. То есть для того, чтобы получить быстрый ответ, иногда нужно для самого себя решать, будет ли что-то, что я могу посоветовать работать в моей стране. Next, please. So this is the way we work, and it's very close to the Cochrane methods. Вот каким образом мы, собственно, работаем, и это очень напоминает кохрановские методы. Next, please. We have the same type of selection for studies. Мы точно так же подходим к выбору исследований. But for interventions in public health, Но что касается опубликованных материалов по системе здравоохранения, there would be other methods than the randomized control trial. Используются такие методы, как рандомизированные исследования контрольные. For example, the two methods here, interrupted time series. Вот, например, здесь приведены два метода. Это временные, прерываемые временные ряды. And controlled before, after study. А также контроль осуществляется здесь до и после исследования.
It means that you will have one situation before an intervention. Это значит, что у вас одна ситуация до вмешательства. And then you do an intervention. Затем вы проводите вмешательство. And then you try to see if your intervention has done something. И затем вы пытаетесь установить, привело ли ваше вмешательство к каким-то результатам. Next, please. So, in order to be sure that the information is valid, Итак, для того, чтобы быть четко уверенной в том, что информация имеет значимость и важность, you use the methods of critical appraisal, for example, вы используете методы критической оценки, например, in the same way as the Cochrane collaboration does. точно так же, как это делает группа в Кохране. Next, please. So, for example, an example of public health intervention in France Ну вот например, вмешательство в систему, методы и возможности здравоохранения во Франции. was the methadone substitution program Речь идет о программе замещения метадона for drug addicts in prisons. для наркоманов в тюрьмах. So, before the government wanted to try it, Прежде чем правительство решило запустить эту программу, they asked, will it work? был задан вопрос, а будет ли она работать? So we searched the existing evidence. Next, please. Мы занялись поиском существующих доказательств. And then we had to decide if the results that were found in different countries И потом нам нужно было принять решение относительно результатов, которые были найдены в разных странах. will work in France. Будут ли эти результаты применимы во Франции? Next, please. And so this is why you have to ask this question, Вот почему вы должны задавать эти вопросы. because findings in public health Потому что результаты, опубликованные в различных медицинских журналах, will depend on the general environment. будут зависеть от общей окружающей среды. Next, please. So the same person whom Professor Götze just mentioned, Muir-Gray, И вот тот же самый человек, которого уже упоминал профессор Гоче, has a list of questions to answer он составил перечень вопросов, на которые необходимо давать ответы. when you look at evidence from another country. Когда вы, собственно, смотрите на доказательства, найденные в другой стране. So you will look at the type of population, То есть вы анализируете тип популяции, at the healthcare service. службы, системы здравоохранения. Next, please. Then you will look at the resources needed Вы смотрите, какие ресурсы для этого нужны, and at the skills that are necessary а также навыки, которые необходимы, if they are available in the country. есть ли в стране таковые. Next, please. So, then the question is, will findings from a study Итак, возникает вопрос, те результаты, которые мы нашли в тех или иных исследованиях, be transferable to the general population in your country? можно ли их перенести на общую, так сказать, популяцию в вашей стране? And here again we go back to what Professor Götze has mentioned Здесь мы опять возвращаемся к тезису, который высказал профессор Гоче. in terms of what the population wants, В плане того, в чем нуждается популяция, what the distribution of healthcare will be in the population, какова, собственно, будет система здравоохранения, распределения пунктов здравоохранения в этой популяции. and also very important, what the need of professionals who are working in the field, А также необходимо определить потребности практических специалистов, которые работают в этой области, compared to what we like to do. по сравнению, так сказать, с академическими исследованиями, то есть с тем, чем нам хотелось бы заняться.
Next, please. And so you really need to have your own judgment about public health interventions. То есть вы должны сами как бы сформулировать свой подход к будете ли вы, так сказать, осуществлять вмешательство в вашу целевую популяцию. When you will apply them to a specific target population. Так сказать, применение к определенной целевой популяции. Next, please. This is another way to assess the transferability of preventive services. А вот еще один способ оценки, возможно ли профилактические услуги перенести из одной страны в другую. Do you have the same resources? Есть ли у вас те же самые ресурсы? Do professionals believe in the intervention? Верят ли вот, профессионалы в это самое во вмешательство? And what does the population expect? И вообще, чего ожидает население? Next, please. So this is an interesting way to look at context, environment. Вот интересный способ анализа контекста или окружающей среды. So you have evidence about an intervention for diabetes. Скажем, у вас есть некие доказательства по внедрению, скажем, или вмешательства в случае диабета. And then, so this is the science. Итак, перед нами вот в этом квадратике наука. Then a group of academics have decided that this was the way to go. Далее, группа научных работников принимает решение действовать именно так, таким-то образом. And so they have a message. Таким образом, они формируют некую идею. And so they try to put it in clinical practice. И пытаются реализовать ее в клинической практике. And then they must understand what will be the barriers. И они, конечно, должны понять, каковы будут препятствия на пути реализации этой идеи. Then they have to work to remove the barriers. Тогда им нужно поработать в направлении снятия этих барьеров. And then the new evidence will be into practice. И тогда, значит, новое доказательство будет уже введено в практику. So these are some barriers to the care of diabetic patients. Вот таким образом осуществляется лечение пациентов, страдающих диабетом. One is that the symptoms are silent for a long time. Значит, тут определяются соответствующие симптомы. Then it's the preconceived ideas about treatment. Далее, среди барьеров также могут быть уже устоявшиеся давно идеи относительно той или иной терапии. Then you have also to deal with the coexistence of obesity. Также вы должны учитывать такой фактор, как наличие ожирения. Then with the reimbursement issue. Вопросы оплаты. And you have to change the behavior of patients. Ну и изменение поведения у взрослых. Next, please. So these are examples of interventions that can work quickly. Ну вот примеры безбарьерных, так сказать, внедрений, которые могут быстро сработать. It is the coronary artery bypass grafting. Вот это шунтирование коронарное, например. And this is an intervention which is difficult to implement. А вот пример внедрения, которое реализуется с некоторыми трудностями. It is changing the nutrition behavior of patients. То есть схема питания пациента уже изменяется. So here are the questions to ask about barriers. А вот вопросы, на которые мы должны ответить, говоря о барьерах. So do you have evidence that it works? Есть ли у вас доказательства, что этот способ работает? And this is the evidence from, for example, the Cochrane collaboration. Ну вот это может быть, скажем, допустим, доказательства, полученные в результате некоего сотрудничества. Is there controversy? Есть ли какие-нибудь спорные моменты?
And then, so this is the hard science somehow. И иногда это действительно довольно, тут можно говорить о некой малой совместимости. And then you have all the context issues. Иными словами, здесь все аспекты контекста или окружающей среды. Will it be difficult for the physicians and the patients? Вопрос такой, будет ли все это сложно и для врача, и для пациента? Do the patients and professionals equally like doing it? Будут ли и врач, и пациент с удовольствием это делать? And is it reimbursed? И механизм, конечно, компенсации каков? Next, please. So this is the example of the interaction between healthcare professionals and politicians. А вот пример взаимодействия политиков и врачей. Here you have the evidence, medical evidence. У вас здесь по этой горизонтали идет медицинское доказательство. And here you have the political context. А по вертикали это у вас политический контекст. So below zero is unfavorable. Все, что ниже нуля, это все неблагоприятные обстоятельства. And above zero is favorable. А все, что выше, это положительный момент. And so what happens is that you have interventions. Итак, речь идет о неком вмешательстве или внедрении, For which there is evidence it does not work. до которого существует, в отношении которого существует доказательство того, что оно не работает. But the politicians like it. Но политикам это нравится. This is the case for screening for cystic fibrosis. Вот как раз случай скрининга фиброза. So what you want is to convince politicians to move it down here. То есть вы хотите убедить политиков сдвинуть вот этот квадратик вниз. Then there are interventions for which there is evidence it works. Затем есть вмешательства, в отношении которых есть доказательства того, что оно работает. And politicians like it. И политикам это нравится. So this is the cardiac surgery and cardiac interventions. Тут вот, пожалуйста, хирургия, а также вмешательства соответствующие. Very recently in France. И вот совсем недавно во Франции. And interventions to reduce smoking. Проводились кампании по снижению табакокурения. And interventions to reduce car accidents. А также по снижению автокатастроф на улицах. Mammography is somewhere here. The politicians like it. Маммография находится где-то здесь, и политикам она нравится. But the evidence is not compelling. Но мы не имеем убедительных доказательств. And then the treatment for diabetic patients with nutrition counseling. Вот, скажем, лечение пациентов с диабетом, с соответствующими новой питательной схемой. There is evidence it works. Есть свидетельство того, что она работает. But the politicians do not want to have a reimbursement system for education. Но дело в том, что политики возражают против соответствующей оплаты этих услуг. So your job is to move it up. То есть вам надо их убедить сдвинуть это туда. Next, please. So how do you do that? Итак, как мы это делаем? You have to show that it is a good policy. Вы должны продемонстрировать, что такой подход или такая политика хорошая, правильная. And you have to show politicians that there will be short-term good effects. И вы должны показать политику, что в скором будущем такой подход будет плодотворен, даст результат. And then you have to design incentives for physicians and patients. И после этого вы должны, так сказать, определить, какие стимулы могут работать для врача и для пациента. Next, please. Why is it difficult? It's because, as Professor Götze said, we have difficulties changing behavior and following guidelines. Вот что касается изменения поведения и следования рекомендациям отдельных руководств, то профессор Götze уже отметил, что тут существуют определенные трудности. So here you have all the reasons why we do not like to follow guidelines. Вот здесь как раз перечислено все то,
почему мы с вами не любим следовать рекомендациям руководства. And why you need public policy decisions to implement guidelines. И почему необходимо принимать политические решения для реализации требований руководства. Next, please. This is the relative importance of each reason why we do not follow guidelines. Вот относительная важность тех оснований или причин, по которым нам не нравятся те или иные руководства. And you see that the four most important here in blue. Вот три наиболее, так сказать, значимых пункта здесь выделены голубым цветом. Have to do with the information of our colleagues. И они касаются информации наших коллег. Next, please. So again, another list of barriers to change. Есть еще, так сказать, перечень, один, в котором перечислены препятствия для тех или иных изменений. Made by the Cochrane database. Как раз это Кохрановская база данных. So, next, please. As you see, there are many of them. Как вы видите, их немало. And you must not neglect all the financial aspects. Кроме того, нельзя игнорировать все финансовые аспекты. And the influence of the industry. Но и естественно влияние фармацевтических компаний. Next, please. So, what have we tried to do during the last year? Итак, чем мы пытались заниматься последний год? There has been a law to create the health authority. По закону было создано такой вот орган, регулирующий здравоохранение, To centralize all decisions relative to healthcare. который бы централизировал все решения, относящиеся к системе здравоохранения. Next, please. So you will see that we control the input. Как вы видите, мы контролируем входящую информацию. And this is drugs, devices, И medical, прочие факторы, среди которых могут быть лекарства, также оборудование, medical procedures. медицинские процедуры. And then we develop the guidelines. Затем мы разрабатываем нормативы. Yeah. And then we look at the output. И смотрим, что на выходе. Looking at, so we are in charge of doctors' practice То есть evaluation, мы осуществляем надзор за профессиональной практикой врачей, hospital accreditation, занимаемся аккредитацией больниц, certification for certain types of risky medical practice, сертификацией определенных типов рискованных медицинских практик, and certification for continual medical education. а также сертификацией непрерывного медицинского образования. And the idea is that decisions about all this be informed by evidence. Но, естественно, идея стоит в том, что все это базируется на доказательствах. Next, please. So the idea of integration here must be supported by some leverage on the professionals and policymakers. Итак, идея в том, что вот интеграция всего, о чем мы тут говорили, должна быть поддержана и практиками, и политиками. And the way we do it is through financial incentives. А как мы осуществляем эту поддержку? Через финансовые стимулы And professional career. и с помощью профессиональной карьеры. Thank you very much. Большое спасибо.